Приветствую тебя, инженер! Система управления главным двигателем – штука сложная и разветвленная. К тому же, ее можно разделить на несколько групп. Сегодня мы поговорим об архитектуре электронной системы управления двигателя MAN серии ME. То, что ты видишь, MPC – мультизадачный контроллер. Это универсальный модуль, что может управлять всеми необходимыми процессами в работе двигателя. Сеть из таких модулей, каждый из которых выполняет свою задачу и образует систему управления двигателем. То есть, платы одинаковые, но вот программное обеспечение установлено разное. Более того, плата сама понимает, куда ее поставили посредством идентификационного ключа и получает необходимый софт с главной панели управления. Теперь, где используются эти платы? И ICU, ECU, ACU и CCU. Это, если хочешь, можно назвать ядром системы управления. Позже поймешь почему. Теперь по каждому юниту. EICU – Engine Interface Control Unit. Эти платы отвечают за взаимодействие с внешними системами, такими как МОП и рукоятка управления двигателем на консоли навигационного моста. Телеграф в простонародье. Отвечает за такую функцию, как уставки минимальных и максимальных оборотов двигателя, например. ECU – Engine Control Unit. Это уже непосредственно работа двигателя. Функция говернера, тайминг впрыска топлива, модель впрыска топлива, алгоритм пуска, остановки и реверса, управление цилиндровой смазкой. Также хранится уставка давления гидравлической системы. Туда же записаны и режимы работы двигателя, например, эко, по частоте вращения или по крутящему моменту. Тахо и сигналы угла поворота также приходят сюда. CCU – Cylinder Control Unit. Управление отдельным цилиндром, его узлами и компонентами. Применение профиля впрыска топлива, то есть управление FIVA в соответствии с моделью заданной ECU. Управление выпускным клапаном, лубрикатором и пусковым клапаном. Но тут есть одно «но». Цепи MPC слаботочные, и для управления всем вышеупомянутым MPC для CCU оснащаются усилителями. ACU – Auxiliary Control Unit. Управление вспомогательными узлами, вспомогательными воздуходувками в зависимости от давления наддува, соблюдение уставки давления гидравлического масла в соответствии с командой ECU. Если есть клапан сброса выпускных газов байпас турбин, он тоже будет получать исполнительные команды от ACU. Одна плата MPC ACU может управлять несколькими вспомогательными механизмами. Теперь немного о живучести системы. Все данные взяты из мануала. Все критически важные узлы продублированы, и при выходе из строя одного из них мы об этом узнаем, но продолжим ехать без ограничений. При отказе обоих МОП ехать сможем, но управлять придется с местного поста. И такие плюшки, как индивидуальная настройка параметров работы каждого цилиндра и автотюнинг, будут недоступны. Также будет недоступна функция программирования новых плат MPC. При выходе из строя обоих EICU или ECU работа двигателя невозможна. Отказ одного из CCU. Ехать можно, но работа цилиндра невозможна. В этом случае при помощи специальной перемычки лубрикатор отказавшего цилиндра запитывается от соседнего, чтобы сохранить не в тайминг, но все же подачу цилиндровой смазки и продолжить движение. Отказ ACU приводит к потере автоматического контроля подконтрольными узлами. Гидравлический насос, например, уходит в максимальную свою подачу, а вспомогательной воздуходувкой можно управлять вручную, как и стартап-насосами. Пара слов про COCOS. COCOS – Computer Controlled Surveillance System. Это хорошая система визуализаций. В нее поступают данные с датчиков PMI и угла поворота коленвала, что дает возможность рисовать диаграммы рабочих процессов в реальном времени, отслеживать давление и сильно упрощает процесс нахождения и устранения неисправностей. Естественно, все то, что я рассказал, очень поверхностная информация. Ее достаточно для понимания общего принципа, но катастрофически не хватит для работы и траблшутинга. Не имея материальной базы, более глубокое изучение предмета – это бесполезная трата времени. При работе с такой системой придется много считать. Но помни, что хороший инженер не тот, кто знает все, а тот, кто знает, где найти то, что нужно именно сейчас. Ты справишься.